Всем привет, кто меня постоянно смотрит. Видели, как мы у моего друга Алексея весной обрезали запущенный куст винограда. Он лежал вот прямо на заборе. Он уже там вот так переплелся, он там просто заблудился, запутался. И у меня есть два видео, и я его в конце, смотрите до конца видео, я оставлю ссылочку в конце видео. Перейдете, увидите, как мы обрезали, как мы вообще нормировали. И вот сейчас у него вот такой результат. Сколько, Леша, у тебя гроздей было тут? Так, ну на побеге, в принципе, было по одной, где-то по две оставлял. По одной, по две. Да. Ну вот такие. Два побега было холостых. Ну давай вот. Вот такие гроздочки у него выдало. Это вот уже последние самые. Уже ждал Витю, пока он придет, не срезал до последнего то, что было можно оставить. Когда он был готов, скажи? Поспел где-то он в середине сентября. Меня не было, я в России был на работе. Тут без меня его жена срезала. В середине сентября. Да. Сегодня у нас 2 октября. Он уже заизюмливается. А это вот две. Да, он уже сморщивается, уже изюм. А это вот они уже висят, я вот до последнего тяну. Так они побольше были тут, ну и такие были. Ну вот Леша даже не знает, что это за сорт. И в принципе, я думаю, с нашей общей помощью, может быть, кто-то определит. Вот такой лист слабо рассеченный. Никаких опушений, ничего нет. Любит подхватывать аидиум. Замечен был и в прошлом году. Еле-еле его реанимировали. Да, в этом году Леша был аидиум? Не заметил. Ничего. Ну, Леша в этом году уже все по-взрослому, все грамотно делал. Ну, да. 3 обработки делал? 3 обработки, да, было. Ну вот, ягодка вытянутая. Давай мы ее продегустируем. Давай-ка я ее, наверное, на весы. Это твоя будет, грузил, ты и пробуй. Я тоже их напробовал. Так, держи, сейчас мы ее взвесим. Я прихватил весочки, чисто случайно. Давай мы ее на весы кинем. 6,5 грамм. Ну, слушай, в том году у тебя такие же ягоды были? А ну я так что-то. Ну и поменьше были и единичные ягоды были побольше. Но он у тебя был перегружен, там сложно было что-то из него. Ну, потом вот, скажем так, и были грозди в этом году, ну, в этом сезоне, вот особенно на этой лозе, вот тут были вообще здоровые. Ну, больше, чем вот это, то, что мы сейчас взвешиваем. Вот. Давай в разрезе посмотрим. Вот такие ягодки. Косточка. Ну вот она уже наполовину коричневая. В этом году я заметил кости почти во всех сортах такие зеленоватые остаются. Ну вот на сегодняшний день ягода такая. Ну, сока почти нет, она такая. Ну да, она такая желейная какая-то. Мармеладная, наверное. Давай сейчас оценим. Что такое в ней? Вкус простой, такой кисло-сладкий, никаких ноток фруктовых, ни мускатов, ничего нет, просто простой вкус. А боеполый, раз у тебя больше никаких кустов нет, поэтому раз без запылителя он у тебя выдал грозди, значит боеполый. Лозы зреют хорошо. Ну вот, если кто поможет Леше, попробуем вычислить, что за он. Вот такой дамский пальчик. Может, у кого-то что-то похожее есть. Посмотрите на лист, на лозы. Вызревание шикарное вообще идет. Отлично. Короче, по сравнению с тем разом, что у него было в прошлом году, конечно, сейчас все выглядит грамотно. С твоей помощью. Я чем смог, тем помог. Так, что ты еще хотел? Ты хотел... Ну, может, как будем обрезать? Да, какие-то советы. Но обрезать сейчас рано. Ну Давай да, вообще на будущее. Просто я уже такие сам наброски сейчас сделаем, как тебе лучше всего сформировать его в дальнейшем. Но мы пытались выгнать у основания побеги, так ничего и не вылезло. Один пошел, но отвалился потом. Почему-то.
Ну, может, у тебя коты, собаки. Ну, может, тут коты соседские бегают, может быть. Давай примерно прикинем. Ну вот, давай вот этот такой мудрененький. В следующем году все равно пытайся что-то выдавить из корня там или хотя бы у нижней части рукава, чтобы сформировать, потому что, ну, это безобразие. Но выхода особо нет, давай будем из этого формировать. Вот смотри, давай мы вот этот оставим на плодоношение в следующем году. Смотри, какой он у тебя красавец. Ну, у меня тоже такая была, такая мысль по поводу этой. Самый нижний. И давай сформируем из этого. Будет у тебя раз рукав, два рукава. Сделаем такие 4 рукава. Они не очень приглядные, но это лучшее, что можно здесь выбрать. Эти, ну, ты, получается, вот здесь вот с отступлением, буквально сантиметр 2, оставляй пенечек. Обязательно обрежь. Все. Это на выброс, либо на черенкование. Можешь с кем-то поделиться, например, черенками, если кому надо. Если не надо, ну, выбрось. А он соседка спрашивала, может, ей дам. Ну вот. Короче, обязательно пенечек оставь, иначе ну, я понял. усыхание будет, если сделаешь притык. Оно усохнет, и этот побег просто загнется. С этим разобрались. Вот, у тебя раз будет, два. Это на следующий год. Но все равно пытайся все-таки выгонять ближе к основанию, новые рукава формировать. Тем более кусту уже лет под 8, под 9. Вроде как в 2014 году я выяснил, посадили его. Ну вот. В 2014 или в 2013, вот так она сказала. В твоих же интересах сделать его так удобный, красивый, чтобы был, скажем, правильной формы. Ну и вот этот, ну тут уже какой-то он немножко покривее и выше. Так, этот тонковат, я не вижу. Это последние лозы были самые, они только пошли, наверное, в мае, может быть. Слушай, вот этот надо было тебе его как-то немножко воспитывать в процессе роста не в эту сторону, а в ту сторону его подвязывать, чтобы он пошел туда. Он у тебя, ты его сейчас, тебе надо занять эту шпалеру, эту плоскость. Ну, ты да, уже не загнем его. Ты его сломаешь. Видишь, где у тебя нижняя проволока? Как его подвязать, хрен его знает. Давай тогда мы сделаем так. Ты здесь обрежешь на 2 почки, да, на всякий случай. И это будет у тебя сучок замещения. Вот один. Эти все поудаляешь, этот подпилишь немножко. Этот срежешь тоже с составлением пенечка. И, наверное, давай все-таки формировать из этого. Но я не вижу тут особо вариантов. Возьми тогда, оставь, наверное, вот этот. Кстати, давай сделаем так. Оставишь вот этот, ты его положишь сюда. Вот этот у тебя завернулся сюда, и ты его как раз пустишь, он у тебя на уровне нижней проволоки, ты его пустишь вот сюда, и у тебя вот здесь дырки не будет. Понимаешь, да? Понял. Получается, этот уложил сюда в следующем году, этот уложишь сюда. Все, и у тебя не будет такого, что ты там все занял, здесь дырище. Вот идеальный вариант. Вот можешь себе пометочку сделать, не знаю, веревочку повязать, что вот этот у тебя будет останется, остальное все обрежешь. Эту обрезаешь и вот эту обрезаешь. Все. Кривенький, но вполне ты будешь с урожаем. Это главное. Ну все, тут больше, наверное, ничем я тебе ничего не посоветую. Ну вот, давай еще так шпалерку твою заценим. Шпалерка с укорами сделана, добротно, на анкерах. Так что Леша тут уже постарался. А удобно, и натягивать удобно. Ну, то есть, в этом плане. Молодец. В принципе, я не подтягивал. Вот зацементировал. Ну, оно вообще вписалось в интерьер. Участок у Леши в Минске, можно сказать, заветный буржуй. Городские условия, ну, видишь, в городских условиях в тепле созревает, все равно он у тебя, ну, он не ультра ранний. Не. Сентябрь. Ранний просто. В том году это было начало, в этом году середина. Так что, если он тебя устраивает, ну, оставляй и воспитывай, нормируй его как бы дальше. Ну, я на твоем месте все-таки еще продлил. Я думаю, может быть, напротив это вот тут посадить. Да, места достаточно. Но здесь можешь сделать еще рядок. Ну, как тебе надо, если у тебя тут ни огорода, ничего нет. Нету, я там чисто. И вот здесь, ну альфа. Альфа, да, на компоты. Причем самое смешное, что альфа Лешина, но она почему-то растет у соседа.
Частично. Она как-то там сквозь сетку просочилась, и она начала... Ой, это альфа лет 10, давать даже соседу больше никто не уважать. смотрел. Так что Леша у нас... Это общая альфа. Да. Ну вот. Альфа, кстати, ну, сделай из него какое-нибудь винцо. Ну, в том году уже сделал. Зараза, все равно кислая. Альфа есть альфа, я Конечно. свою уже кручинул. Так что, все. Короче, помогите Леше, кто чем сможет, советом добрым, может вычислить и сорт. Ему очень интересно, что это может быть, Да. как его зовут. Вот Леха мне тут подарил гроздочку, буду уже смаковать сегодня. Мне еще на работу возвращаться. Поэтому обед у меня есть уже. Когда будешь обрезать, явно не все лозы вызреют, да? Вот у тебя получается, ну вот, например, вот еще зеленая, еще не дозрела. Если вдруг такое будет, по идее, я думаю, она у тебя успеет вызреть до самых кончиков. Но если вдруг, вот смотри, зеленая, вот здесь коричневая. От зеленого ты будешь избавляться и будешь проверять, если что, вот таким способом. Вот давай даже сейчас. Видишь, не хрустит. Я его гну, это уже я его сломал. Видишь, хруста нет. Хруста нет. Слабый хруст. О, слышишь? Да, слышу. Пошел хруст. Это лоза уже вызревшая. И вот так будешь определять. То, что такие микротрещинки на коре, это ничего страшного. В общем, будешь вот так вот по хрусту определять. Нет хруста, потом есть, сильнее, сильнее. Когда будет хороший хруст, берешь уже, ну, возьми еще на всякий случай на одну почку, отступи и обрежь. Все, это у тебя вызревшая лоза. В следующем году она будет плодоносить. Лист скоро сам уже. Методика понятна. Ему уже как бы... Честно говоря, в том году у меня лист уже в 20-х числах сентября уже весь опал, потому что был заморозок. В этом году у меня пока лист есть, и у тебя есть, так что все хорошо. У него еще, я думаю, недели 2 точно есть, поэтому, возможно, он у тебя еще выше созреет. Ну, этот, в принципе, ты же вообще оставлять не будешь. Давай посмотрим те, которые ты будешь на плодоношение оставлять. Так, этот сюда. А вот этот у тебя слабенько, кстати. Да, так это и последняя была лоза. Кстати, гроточку выдала, но мы ее срезали уже с Висей. Так, вот эту мы сюда. Это у тебя вообще шикарно. Но я думаю, она еще успеет выйти, но она тонковатая. Она слабенькая, да. Что мы сделаем? Я вообще была под вопросом, оставлять ли ее. Я думал, ну решил Нет, оставить. ну, пускай будет. Она, кстати, вполне удачно расположена, чтобы ее пустить внутрь. В общем, если она... Нет, ты знаешь, у тебя здесь расстояние буквально сантиметров 40. Как раз, смотри, она примерно вот до сюда. У тебя вызревание идет, за 2 недели она вызреет. Поэтому, в принципе, да. Обрежешь, ты ее уложишь сюда, все, она у тебя будет плодоносить в следующем году. Этот, ну тут нечего ложить. Ну да, хотя... Поэтому сделаешь толщиной с карандаш, он нормально, он будет плодоносить. Урожай не шикарный, но будет. Здесь вообще у тебя будет песня. Поэтому, ну вот так вот и сделай тогда. По лозе все понятно, да? Да. Ну все, чудо. Так что развлекайся. Будем упражняться. Все, всем удачи, пока.